Привет! Вы сейчас могли подумать, что этот парень начнет втирать про то, как найти свое дело и зарабатывать на нем, или про то, как выйти из зоны комфорта и сразу стать лучше. Нет, все гораздо проще. Я не призываю кардинально менять что-то в жизни или страдать в попытках быть тем, кем вы не являетесь. Речь скорее пойдет про осознанность и про умение слышать себя, а именно о том, почему каждому человеку важно иметь личное увлечение, как оно раскрывает человека и как вообще определить, что это хобби твое. У вас, наверное, возник вопрос, кто этот парень и почему стоит прислушиваться к тому, что он говорит. Справедливо. Давайте знакомиться. Меня зовут Филипп, и мне 26 лет. И я интересуюсь исследованием опыта. Красиво звучит, не правда? Если менее пафосно, то я закончил Международный Эриксоновский институт коучинга с сертификатом уровня Professional. Помимо этого, у меня есть практика карьерного консультирования, а в свободное время я занимаюсь скайдайвингом, дайвингом, серфингом, фрирайдом, музыкой. Постоянно пробую новые практики, и нет, не для того, чтобы сейчас стоять тут и этим хвастаться. За это время я собрал огромное количество наблюдений, закономерностей и сделал выводы, которыми хотел бы с вами поделиться о том, как хобби положительно меняют нас и что поможет определиться со своим увлечением. И начнем мы с того, почему реально стоит обзавестись любимым делом, тем самым хобби, от которого вы будете искренне кайфовать. Считается, что личность формируется в детстве. Когда ребенок учится, на него влияют родители, учителя и сверстники. Однако личность формируется всю жизнь. Меняется лишь степень и зоны влияния, а именно семья, работа, друзья и ваши увлечения. И вот тут я хочу остановиться поподробнее. Хобби — это невероятно поддерживающая среда, в которой человек растет, учится и делает выводы, а значит, меняется как личность. При этом абсолютно не важно, на что пал ваш выбор. Экстрим, творчество, техника, коллекционирование или что-то еще. Важен сам процесс познания. Когда началась пандемия, мы перешли на удаленку или долгий отпуск, и у многих из нас появилось много свободного времени. Вместе с этим пришло осознание того, как мы живем, ценность освободившихся часов, открывшихся возможностей. Появилось понимание, что наша жизнь одна, она уникальна. Прожить ее еще раз с выбором другого пути невозможно. А значит, сейчас самое время прислушиваться к своим давним мечтам и, наконец, их попробовать. Каждое занятие уникально, но самые исключительные результаты мы получаем, заполняя именно свою потребность самовыражения, риска, эмоций, людей, потребность создавать и достигать новых вершин. Всего того, к чему мы стремимся, выбирая ту или иную активность. Наш кругозор стремительно расширяется, меняя угол, с которым мы смотрим на привычные для нас вещи, процессы, работу, а оттуда рождаются и новые идеи. Мы сами меняемся, получая новые знания, выводы, проецируя это все на свою жизнь. Опыт, навыки и даже эмоции делают нас лучше, уникальнее, раскрывая наш потенциал и влияя даже на бытовые вещи. Вам должно быть знаком термин «эмоциональный интеллект», объясняющий, как наши эмоции и эмоциональное состояние влияют на наши поступки. Находясь на позитиве, вы легко справляетесь с самой сложной задачей. Расстроившись, вы не осилите решение даже самого примитивного вопроса. Так вот, наши увлечения дают нам те самые положительные эмоции, с которыми мы потом врываемся в привычные задачи с новыми для нас силами. Люди. Люди просто неописуемый ресурс, который открывается с погружением в новое направление. Это единомышленники со своей историей, знаниями и экспертизой. Команда, с которой мы занимаемся любимым делом. Мы знакомимся, обмениваемся опытом, советами, становимся лучшими друзьями или даже бизнес-партнерами. У каждого хобби есть свое комьюнити, готовые прийти на помощь, люди, способные объяснить, как развиваться, как идти дальше. Они знакомят нас с новыми кругами общения, с которыми вы бы даже не пересеклись в привычной жизни. Они влияют на нас, меняют нас, поддерживают и мотивируют. Люди — одно из самых ценных открытий, которые мы получаем, погружаясь в новые для себя направления. И это очень круто. Ну и, конечно, это тот самый life-work balance. Сейчас все более явной становится тенденция переработок, выгораний, захвата работы 100% свободного времени, отсутствие стремления к росту, оптимизации своих задач. Причиной этого часто является отсутствие альтернативной деятельности. Сколько раз вы ловили себя на мысли, что уже 11 вечера,
а вы все еще в офисе доделываете проект не потому, что сдавать завтра, а потому что нет планов на вечер. И все, что вы можете придумать, это включить Netflix. А праздники, а отсутствие отпусков. Это не потому, что вы всегда заняты, нужно сделать вчера, дедлайн вчера, а потому что вы не придумали, чем реально крутым можно занять свободное время. Однако, что если будет некое дело, которое будет мотивировать вас? Закончить все вовремя, чтобы бежать на тренировку после работы. Дело, которое станет частью вас и логичным, естественным образом вольется в жизнь, не позволяя работе захватывать ваше время. Что, если потребность развиваться в новом увлечении сподвигнет вас к росту на работе? Чувствуете? Эта мысль уже звучит заманчиво. Поэтому я хочу поделиться с вами шагами, которые помогут каждому найти что-то для себя и, возможно, уже завтра записаться на первое занятие. Есть неочевидные блокеры, которые не дают нам начать. И я разделил их на 3 группы. Общий фокус и правила, общественное мнение и страх. Мы все сфокусированы на базовых вещах. Кров, безопасность, еда. Это неплохо, но порой, когда люди живут всю жизнь на этом уровне ценностей, не социальная или не ценность саморазвития, оттуда и идут убеждения, что работать надо ради квартиры, машины, еды, а жить потом, когда-нибудь. Не сменив фокус, мы не сможем расти дальше. Нужно просто взять и остановиться. Осмотреться, спросить себя, где я сейчас, на чем я сфокусирован и для чего живу, что мне нужно сейчас, чтобы я мог перейти на следующую ступень. Отпустить ситуацию и позволить себе расти дальше. Без этой осознанности своего положения очень сложно приступать к изменениям в жизни. Второй аспект, оказывающий даже большее влияние, те самые люди, а точнее общественное мнение. Как я уже говорил, люди — это невероятная сила, которая может быть направлена как во благо, так и во вред. Вы даже не представляете, какого количества судеб было загублено фразами вроде «тебе не дано», «не занимайся ерундой», «у тебя не получится» или стереотипами в духе «балет для девочек», «петь могут только те, у кого идеальный голос». Уберите предпосылки, забудьте все эти высказывания. Речь идет только про вас, ваше внутреннее восприятие и желание. Там нет места мнению других людей, оно бесполезно. Но не забывайте, что это работает в обе стороны, и не стоит ограничивать других людей своим мнением. Третий фактор — это страх. Есть 2 вида страха. Физический страх высоты, темноты, скорости, которые вы можете побороть только очень сильной мотивацией, попробовать что-то новое. И социальные страхи, страх общественного мнения, страх неудачи. Эти вещи мы придумываем себе сами, основываясь на догадках или на неудачном опыте. Тут помочь можете только вы сами, осознав, что это абсолютное заблуждение, что этого просто не существует. Наконец, мы подошли к тем шагам, которые способствуют вашему поиску. В первую очередь нужно понять, что делает некоторые действия и занятия особенными именно для вас, от чего вы получаете эмоции, чему радуетесь, что заставляет вас кайфовать. Проснувшись рано утром или ложась спать, что вы чувствуете своим двигателем, что мотивирует вас действовать. Наблюдайте, слушайте себя, записывайте мысли. Это поможет вам сузить круг потенциальных занятий, которые могут вам понравиться. Практически любая активность, которая нам понравилась, влияет на выделение гормонов. Эндорфин, дофамин, серотонин, даже адреналин. Но получение гормонов не основная цель любого увлечения. Ведь в первую очередь хобби отвечает на более глубокие личные вопросы, такие как борьба с одиночеством, отвлечение от быта, признание успеха, исследование собственных сил и многое другое. У каждого из нас свой уникальный вопрос «зачем?». Зачем он ходит танцевать, зачем он строит роботов, зачем он каждый день ходит медитировать в 5 утра. Найдя тот самый свой вопрос, вы сможете понять, что именно из всех возможных занятий сможет реализовать его. Я не могу не упоминать снова и снова об этом. Комьюнити. Очень сильная поддерживающая среда. Окружайте себя активными людьми, увлеченными, людьми, готовыми делиться своим опытом, рассказывать об этом изнутри. Не нужно повторять их путь. Можно просто учиться, наблюдать, подмечать то, что откликается в вашей душе. Соглашайтесь на их предложения, знакомьтесь. Рано или поздно вы найдете своих людей, которые раскроют вам ваш новый мир. Ну и, конечно же, экспериментируйте. Мы не можем получить опыт и в
впечатление через теорию. Даже если на бумаге это звучит страшно, сложно, непонятно, пробуйте, наблюдайте, узнавайте. Поставьте себе план каждую неделю пробовать новые, и вы придете к осознанию того, что вы действительно хотите делать. В заключение хочу поделиться с вами новостью. Я запустил новое виртуальное пространство, миссия которого — объединять, развивать и поддерживать людей, желающих открывать для себя новый мир. Мы поможем подобрать вам направление, дать максимально полезную и проверенную информацию, познакомить с такими же интересными людьми. А если вы еще не нашли то свое, что драйвит вас, вы можете записаться на персональную менторскую программу. И я помогу вам найти то особенное, чего вам не хватает. Присоединяйтесь.